Вы дождались! Наконец, пришло время увидеть третью часть багов. Это небольшое вступление здесь не просто так. Оно должно вам рассказать о том, что будет в этой части. Как и обещал, здесь будет содержаться 10 багов. Все они достаточно интересные и просто прикольные. Не советую скипать или мотать это видео в конец. Оно обещает быть максимально интересным. Итак, как все будет устроено в этом видео. Сперва будет показан мини-триллер каждого бага. В нем просто показывается какой-нибудь баг из заготовленного списка. По сути, как это работает этот баг или какой-нибудь другой. После уже идет сам баг, для чего он нужен, все показатели бага и остальные характеристики, необходимые для объяснения. А уже позже, в конце объяснения о баге, будет туториал. Думаю, такое положение вас устроит. Просто придумать что-то лучше я пока не могу. А если и пытаться, будут в любом случае жалобы. Хотя такого у меня пока не было, но я и не решаюсь рисковать. Со вступлением пора заканчивать. Можно, наконец, перейти уже к основной части. Сейчас будет показан первый мини-триллер бага. Это надо смотреть тоже, как и все остальное. Иначе я не смогу вас ввести в курс дела. Как вы поняли, первый баг поведает нам о том, как можно останавливать время там, где присутствует таймер. Этот баг лучше всего работает в зомби-режиме, и не просто так, а для набивания киллов на зомбях. Сам баг виден всем так, как он отображается вам. Баг требуется активировать каждый раунд, если вы хотите, чтобы он постоянно работал, но это у вас не получится, так как баг работает только через раз и на рандоме. По минусам, работает он один раз, но бесконечно на целый раунд. Срабатывает на рандоме, из-за чего не знаешь, когда он сработает. Из минусов это все. Что же по плюсам? Плюсы, понятное дело, дает возможность останавливать время абсолютно, делая его бесконечным. Сейчас после этого будет показан туториал по его использованию, то есть как его делать. Желательно смотреть до конца, а то можете не понять. Вы только что посмотрели мини-вступление баги под номером 2. По названию бага вы уже поняли, что он делает. Его прямое назначение – демаскировать оружие. Но не каждое, а только определенные образцы, а именно те, которые имеют хоть какой-нибудь скин. По своей сути просто бесполезный баг. Но с ним можно поприкалываться, сделав, к примеру, из дробовика автомат. Из минусов активируется только один раз на один раунд, из-за чего приходится активировать его каждый раз. Еще не советую менять оружие на другое, ведь оружие – нож и пистолет, а также умирать я тоже не советую. Из плюсов – маскировка оружия, запугивай, небольшой троллинг. Про туториал не забываем. Его мы всегда смотрим до конца. Итак, третий баг позволит вам запутать врага или же приманить его к себе, тем самым дать ему обнаружить вас. По своей сути это просто выстрел из оружия, являющийся выстрелом из ножа. Да, именно так это и звучит. Отчасти полезный баг, но он является также развлекательным. Делается он очень просто, причем можно повторять его несколько раз без остановки. Из минусов попросту нету этого бага. А вот плюсы все еще имеются. И это возможность запутать врага, что является основным назначением данного бага.
Смотрим обучение по использованию. Четвертый баг достаточно полезный, позволяющий обвесить ствол без его требования прокачки. Для покупки обвеса потребуются деньги. Раньше у меня на канале упоминался этот баг еще очень давно, и вряд ли его кто-то видел, поэтому он и оказался здесь, в этой подборке, для освежения. Из минусов. Не позволяет повесить любой обвес на ствол, где они доступны, и это стоит учесть. Из минусов. Сама возможность вешать обвесы без доступа к определенному уровню оружия. Тутор в помощь, наблюдайте. Пятый баг вам уже показался намного интереснее прошлого. Так оно и есть. Здесь бы я хотел вам рассказать о 3 уровнях Клеймора. Самый первый, самый стандартный, это мина, просто стоящая на земле или другой поверхности. Второй уровень дает знать, что баг достаточно интересный. Уровень 2 позволяет устанавливать мину наполовину под землю. Коэффициент закопанности, не смущайтесь, я решил это так назвать. В любом случае будет варьироваться от самого низкого до самого высокого. При этом должно выполняться условие, что мина еще видна остальным и вам тоже. Также такую мину невозможно взорвать гранатой, вашей или противника. Еще Клеймор менее виден, чем на первом уровне. Третий уровень самый имбалансный, но шанс повторить такой баг, конечно же, меньше. На этом уровне мина уже оказывается под землей, становится проблематично нащупать ее. И этим можно воспользоваться, чтобы вывесить врага, после чего он начнет называть вас читером. Здесь также подготовлен туториал для 2 последних уровней Клеймора. Приятного просмотра! Шестой баг смысла объяснять нет. Поэтому можно начать сразу с туториала, но надо запомнить кое-что еще перед использованием бага. Вы не можете нажать на вкладку снаряжения, но можете заходить к себе в инвентарь. Тем самым одевать себя именно так, чтобы не сбросить баг. Также он позволяет копировать скин вашего друга, любой другой скин, даже из паса, кроме донатных. А еще он дает возможность растягивать некоторые головные уборы. Все это будет показано в туториале. И его показ начинается прямо сейчас.
А вот и седьмой баг, уже намного интереснее прошлых, но впереди вас ждут не менее интересные и балансные баги. Итак, баг под номером 7 позволяет вам раздвоиться, в прямом смысле этого слова, но здесь заложено несколько важных вещей, которые стоит учесть при его использовании. Во-первых, баг работает только на карте Drench, к сожалению это так. Во-вторых, чтобы вас убить, врагу надо убивать не ту модель, которая стоит на точке С, а уничтожить грузовик, с помощью которого вы сделали этот баг. После вас ждет сброс бага. И в-третьих, у бага присутствует один побочный баг. Это то, что вы будете ужасно сильно дергаться. Из-за этого попасть по противнику будет сложнее. Вы не должны двигаться, когда работает баг. Иначе он слетит. Туториал тут, как тут. Надо посмотреть. Смотрим. Восьмой баг только что был просмотрен вами, теперь мне пора рассказать и о нем. В принципе, этот баг основывается на прошлом баге или скорее даже наоборот, тот баг на этом. Но принцип работы изменился совершенно. Вы можете заходить под землю или парить в воздухе, но это всего лишь визуальный баг, что просто портит его окончательно. И это является огромным минусом. Его единственный смысл это удивить вашего друга, а так это все. Причем малейшее неосторожное действие может привести к сбросу бага, что тоже не ахти. Но давайте все же посмотрим туториал к этому делу, чтобы вы все-таки знали, как его делать. Итак, просим к просмотру. Девятый баг связан с клейморами. После такого можно называть этот уровень нулевым? Ладно, это отдельный баг, который делается совсем по-другому, нежели прошлый баг с этим же клеймором. Многие люди привыкли видеть клеймор на земле, тем самым они чаще всего проверяют это место, землю, но вряд ли они ожидают видеть мину в воздухе, не так ли? Для лучшего эффекта советую использовать дробовик, он нужен, чтобы затопить побольше мин. Подробнее раскрываем все секреты с клеймором, а это значит, что следующим у нас на очереди туториал. Не перестану повторяться. Смотрим. А вы, оказывается, упрямые. Но я это в хорошем смысле сказал. Раз уж вы дошли до последнего бага. И, кстати, не зря, он очень полезный и дисбалансный. Вы вообще когда-нибудь видели такой огромный урон? Нет. А танк и ракетницы, по-вашему, не набирают столько урона? Конечно же нет. В этом и уникальность этого бага. И чтобы вам его сделать, надо иметь при себе АВП или Мосинку. Ну а дальше вы все узнаете уже в самом туториале. Не забуду отметить, совет. Не пытайтесь стрелять из другого оружия, пистолета или иного замененного оружия. А в остальном, не пытайтесь сменить ствол. Баг слетит. Лучше всего баг будет работать в зомби режиме, где эти существа очень живучие и медленные, и не умеющие стрелять. Воспользуйтесь этим, разнесите им черепушки по полной. Кстати, баг лучше всего работает и чаще всего, когда вы стреляете зомби в затылок. При этом вы должны направить сам ствол на голову.
И напоследок я бы хотел вас порадовать еще одним контентом, являющимся фишкой, и вряд ли вы вообще о ней знали. Это вам небольшой сюрприз к концу видео. Покажу я только обучение по использованию, а дальше уже решайте вы, будете ли вы его использовать или нет. Последний туториал на сегодня. Смотрим. Затянул я с этим, но неспроста, а затем, чтобы вы знали больше, чем объясняли бы эти же баги другие люди. Мне не нужны подписчики, но если вы желаете или хотите подписаться, я вас не держу. Мне главное, чтобы на моих видео набирались просмотры и лайки. Мне будет очень приятно после такого, а вам, после всего просмотренного, интересно и познавательно. На этом моменте надо бы уже прощаться, к сожалению. Желаю всем удачи в жизни и удачном использовании багов в целях развлечения себя, а не фарма. Удачи и пока!